Дядю Леню боялись все. Во дворе от него шарахались и мужчины, и женщины, а уж дети тем более. Странный и неприятный был он человек и постоянно хвалился какой-то справкой, которой никто никогда так и не видел. «Мне все равно ничего не будет», — хвастался дядя Леня. «Могу хоть что делать, хоть украсть, хоть прибить, и меня никогда не посадят, а вам будет только хуже». Так он отвечал тем, кто пытался его приструнить. Не стесняясь, он мог справить нужду в подъезде, царапал гвоздем на машинах неприличные фразы и слова. Мог внезапно шлепнуть любую особу женского пола чуть пониже спины и только ухмылялся, наблюдая страх и растерянность в женских глазах. И ведь действительно, сколько раз на него заявляли, столько раз он и объявлялся во дворе. Уже на следующий день. Ходил гоголем по палисаднику, вытаптывая заботливо посаженные цветы, и смеялся, смеялся. Наглая улыбка, неизменный атрибут дяди Лениного лица. Но все же, чувствуя безнаказанность, трогать маленьких ребятишек дядя Леня все-таки опасался. После того, как он просто так, без причины, оттаскал за ухо пятилетнего Костика, мама мальчика, впервые в жизни объединившись со своей свекровью, так отделали этого дядю, что до него наконец-то дошло. Детей трогать нельзя. Но постепенно это знание начало забываться. И неизвестно, что могло бы случиться с Маринкой, на тот момент ученицей 1 класса, если бы не бабушки у подъезда. Как обычно, она возвращалась из школы одна. Такое бывает, когда родители на работе и совсем некому ребенка встречать. Да и школа совсем рядом. Она даже видна из окна Маринкиной комнаты. Впереди нее шел дядя Леня, и Марина замедлила шаг. Девочке совсем не хотелось попадаться ему на глаза. Но потом, услышав тихий жалобный писк, она ойкнула, и мужчина резко повернулся к ней. В его руке был котенок. Вернее, даже не весь, а только его тоненький хвостик. Сам котенок висел вниз головой, и дядя Леня пытался играть. Марина даже знала, как. У нее была такая игрушка. Мячик с резинкой. Но ведь котенок — это не мячик. И доброе детское сердце не сумело себя сдержать. «Отпустите!» — тоненько пискнула девочка. «Ему же больно». «Больно?» — переспросил дядя Леня. «Если только немного. Но это же ничего». «Да, Марина». Ничего не выражающие, пустые глаза с расширенными зрачками вопросительно смотрели на девочку. Марине стало жутко, но и котенка было безумно жаль. И она вспомнила, как мама всегда говорила, что слабых обижать нельзя, а по возможности помогать. Девочка насупилась, пригнулась и, резко стартанув с места, на бегу выдернула котенка из руки дяди Лени и со всех ног понеслась к своему родному подъезду. Мужчина побежал вслед за ней. У Маринки не было шансов. Совсем ребенок, с тяжелым рюкзаком и мешающей сменкой. Еще и котенка надо на руках удержать. Хорошо, что бабушки у подъезда, заметив погоню, встали стеной и не пропустили дядю Леню в подъезд. Так у Маринки появилась и стала жить кошка Люся. Самая-самая обычная, простая и безродная кошка. Мама с папой не были против, она тронула сердца всей семьи. Поначалу очень худенькая, спинка толщиной в собственный, тоненький хвостик. Эта худоба и спасла ей когда-то жизнь. Будь она немного потяжелей, дядя Леня выбил бы ей своей игрой позвоночник. Это уже потом Люся отъелась и по объемам стала напоминать средних размеров комод. С этого момента Люся жила и горя не знала. Как могла, пыталась отплатить добром за добро. Лечила больную папину спину, была хранительницей маминых маленьких бытовых секретов и стала Марине самой лучшей подругой. С тех пор прошло примерно 5 лет. Марина начала ловить на себе противные, долгие и липкие дяди Ленины взгляды.
Она пробегала мимо него, опустив глаза и стараясь казаться совсем незаметной. А дядя Леня пока только смотрел. Но однажды днем он все же не выдержал и, зная, что родители на работе, постучался в квартиру к Марине. А ведь родители предупреждали. Много-много, очень много раз не открывать никому дверь. И вообще даже не подходить к ней, когда мамы и папы нет дома. Но Маринка, не посмотрев даже в глазок, широко распахнула входную дверь. Дядя Леня тут же проник в квартиру. Широко и нагло улыбаясь, он закрыл за собой дверь и спросил у опешившей девочки. «У вас дома соль?» «Есть». «Было?» Прижавшись к стене, отвечала Маринка. Постоянно оглядываясь на мужчину, прошла на кухню, нашла соль и протянул дяде Лене всю пачку. «Вот». Но ему не нужна была соль. Мужчина убедился, что в квартире точно никого больше нет. Стягивая на ходу штаны, он бормотал. «Ты же никому не расскажешь. Не бойся, больно не будет, если только немного». Но кошка Люся решила иначе. Говорят, что у кошек короткая память. Пусть говорят. А вот Люся помнила все. Мало того, что она помнила, она поняла, что ее Маринке угрожает опасность. А это значит что? А то, что кому-то обязательно будет больно. Но кошка ждала, она выжидала, и она дождалась. Дождалась момента, когда штаны упали к мужским ногам. Оценив расстояние, рванула вперед, проскользнула меж колен, развернулась и прыгнула дружно. Сработало все. Зубы и когти. Дядя Леня крутился на месте и громко орал. Маринка бросилась к телефону и позвонила в полицию. Полиция появилась очень и очень быстро, но полицейские не спешили разнимать Люсю и дядю Леню. Зачем? Сразу же было видно, кошка прекрасно справляется с проблемой. Сама. Слаженная работа передних и задних лап, острые зубы. Люся рукоплескал весь подъезд, полиция и даже медики скорой, а дядя Леня мог только жалко скулить. Подъехавшие родители пытались порвать этого дядю, но полиция им все-таки не дала. А вот сейчас этого делать не надо. Раньше надо было, раньше. А сейчас кошка сделала все за вас. Приемный покой ближайшей больницы был в предвкушении. Хирург потирал руки, осматривая доставленного дядю Леню, нижние регионы которого превратились в сплошное месиво, и сокрушался. Какая досада! Ни антисептиков, ни антибиотиков не осталось. Все закончилось. Сразу. Все. Леонид Гаврилович, потерпите. Анестезии, к сожалению, тоже нет. Но вы не волнуйтесь. Больно не будет, если только немного. И взял в руки самую толстую, тупую иглу. В этот раз дядя Леня домой уже не вернулся, и хваленая справка теперь ему не помогла. Говорят, что у кошек короткая память и что кошки не умеют любить. Пусть говорят, что хотят, но мы-то с вами знаем о кошках немного больше,